Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Международная компания Yukon выпускает серию компактных подзорных труб, рассчитанных на туристов, путешественников, натуралистов. Сегодня мы представляем вашему вниманию одну из моделей этой линейки Yukon Scout 20×50. Труба упакована в презентабельную картонную коробку размером 26 на 8 на 8 см. На упаковке приведено фото модели, описание и технические характеристики серии на 5 языках. В нижней части имеется надпись «Made in Belarus» и штрих-код этой страны. Внутри находим чехол с трубой, салфетку для чистки оптики, краткую типографскую инструкцию, а также гарантийный талон производителя с печатью отдела технического контроля и датой производства. Отдельно отметим удобный чехол из плотного черного полиэстера с застежкой молнии и широкой петлей для ношения на поясном ремне. Сама труба легкая и небольшая, телескопической конструкции. Вес всего 420 граммов. Длина в сложенном состоянии 230 мм, а в рабочем, раздвинутом положении 360 мм. Механизм перемещается на 4 направляющих. Движение в меру тугое, без люфтов и перекосов. Объектив и окуляр защищены крышками из мягкой, довольно толстой резины. Во избежание утери при наблюдениях рекомендуем укладывать их в чехол. Корпус трубы выполнен из твердого черного пластика. Передняя часть трубы и окуляр плотно обтянуты противоскользящей резиной с продольным рифлением. Это предохранит трубу от ударов и обеспечит тактильный комфорт. Подвижная часть покрытия не имеет. В передней части трубы, чуть ниже оправы объектива, золоченой краской нанесен логотип Yukon, надпись Made in Belarus, а с противоположной стороны наименование модели Scout 20×50. В задней части неподвижного корпуса установлен визир-прорезь для предварительного наведения на объект, а диаметрально от него пластиковое гнездо с резьбой 1/4 дюйма для крепления на фотоштатив. Заметим, что для такой легкой трубы вполне достаточно настольного штатива. Yukon Scout выполнена по оптической схеме рефрактора-ахромата с линзовой оборачивающей системой Кеплера, которая находится внутри подвижной части трубы. Это позволило получить широкое поле зрения и высокий контраст картинки. Объектив трубы диаметром честных 50 мм представляет собой светосильную ахроматическую склейку с черненными торцами и просветлением фиолетового оттенка. Он закреплен внутри корпуса пластиковым резьбовым кольцом. Окуляр многоэлементный с широким, более 60 градусов, полем зрения. Диаметр глазной линзы 14 мм. Торцы линз черненые, просветление синевато-фиолетовое. Фокусировка производится вращением окуляра. Ход мягкий и плавный на 2/4 оборота. Минимальная дистанция фокусировки около 15 метров. При наблюдении обращает на себя внимание достаточно широкое поле зрения с четко очерченной полевой диафрагмой. Телевизионная антенна на расстоянии в 400 метров, несмотря на заметный хроматизм, показала массу подробностей. У аналогичной антенны на расстоянии около сотни метров различимы мельчайшие детали вплоть до крепежа. Падение резкости и некоторые искажения наблюдаются лишь у самого края поля зрения. Неплохо показала себя труба и при астрономических наблюдениях. В широкое поле зрения достаточно просто поймать Луну, а увеличение в 20 крат достаточно, чтобы рассмотреть десяток другой кратеров. На яркой и контрастной Луне хроматизм заметен сильнее, чем при дневных наблюдениях. Наблюдение звездных полей и ярких звездных скоплений с этой трубой тоже доставит вам удовольствие. На таких объектах хроматизм мало заметен.
Чтобы реализовать наибольшее проницание, трубу желательно установить на мощный штатив. Что же, подведем итог. Эта труба нам понравилась. Качественное исполнение механики и оптики, большое поле зрения, естественная цветопередача и хороший контраст изображения – все это заслуживает положительной оценки. Кроме того, небольшие габариты позволяют всегда держать такую модель под рукой и проводить наблюдения, даже не используя фотоштатива. Каких-либо существенных недостатков этой модели мы не обнаружили. Разве что возможность утери крышек, а также заметный хроматизм изображения, увы, присущий любой оптике такого класса. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Astroskop. Мы можем смело рекомендовать трубу Yukon Scout 2050 в качестве мобильного оптического прибора для самых разнообразных наблюдений. В поле и в лесу, в горах и на море, в походе и на экскурсии, на стадионе и в тире. Кроме того, она будет прекрасным подарком любознательному ребенку. С вами был технический обзор от лаборатории Astroskop. До скорой встречи в нашем магазине.